Привет, Арми! Добро пожаловать в Марсек Поп. Прежде чем мы перейдем к сегодняшним новостям, не забудьте подписаться, поставить лайк и поделиться. Спасибо. Срочные новости. Эмоциональные объятия Чингука и Тэхёна в аэропорту довели всех до слез. Неужели это конец для Тэхёна? Что на самом деле произошло сегодня в аэропорту Инчхон? Почему Чингук и Тэхён, когда-то известные своей безмолвной связью, молчаливыми взглядами и редкой публичной теплотой, внезапно оказались в душераздирающих объятиях, от которых замерли камеры, поклонники и сердцебиение? Это было воссоединение, которого так долго ждали Арми, или болезненное прощание, в которое никто не хотел верить? В тот момент, когда рука Чингука коснулась плеча Тэхёна, в терминале повисла тишина. Вспышки камер, фанаты изумленно смотрели, а охрана колебалась, не в силах вмешаться в сцену, которая больше напоминала конец десятилетней истории, чем типичный случай в аэропорту. Кепка Тэхёна была низко надвинута, закрывая глаза. Но его дрожащая челюсть говорила громче любых слов. Чингук, стоявший рядом, словно застыл, разрываясь между желанием обнять ее крепче или отпустить. И в этот единственный миг, этот хрупкий миг между объятием и освобождением, мир словно перестал дышать. Это было прощание. Или что-то другое? Что-то более глубокое. Что-то, что не могли передать ни слова, ни камера. Сообщалось, что они встретились всего за несколько минут до запланированного отъезда Тэхёна. Он уезжал за границу, возможно, для съемок в другом проекте, или, возможно, для чего-то более личного, чего-то, о чем даже HYBE не хотел, чтобы узнали СМИ. Чингук появился неожиданно, одетый во все черное. Маска закрывала большую часть его лица, но даже за ней те, кто следил за ним годами, говорили, что чувствовали ее тяжесть в его поведении, несомненную печаль в его глазах. И вот, словно сама судьба распорядилась так, их пути пересеклись в последний раз перед выходом на посадку. Очевидцы рассказывали, как Чингук тихо позвал Тэхёна по имени, почти шепотом, отдавшимся вибрации в воздухе. «Тэхён, а!» — услышала его поклонница, хотя шум толпы практически не позволял подтвердить это. Что произошло дальше, было несомненным. Тэхён обернулся, его лицо, месяцами скрытое от Чингука, спрятанное за расписанием, тишиной и корпоративными правилами, внезапно снова оказалось перед ним. И затем, не колеблясь, Чингук обнял его. Щелканье камер смешалось со слезами фанатов. На мгновение, которое казалось невозможным, весь шум, слухи, опровержения, заявления компании и домыслы исчезли. Остались только два человека, обнимающиеся в мире, который не давал им дышать. Но почему сейчас? Почему в аэропорту? И почему они оба выглядели так, будто сдерживали слезы? Источники, близкие к BTS, утверждают, что этот момент был незапланированным. Согласно внутренним сообщениям, попавшим в сеть, HYBE не разрешал никакого публичного взаимодействия между Чингуком и Тэхёном по стратегическим и имиджевым причинам. Но что-то в этом дне казалось слишком реальным, слишком грубым, чтобы быть постановкой. Это был не пиар-ход, это было что-то личное. А если присмотреться, как это делают многие фанаты в своей камеры, можно заметить кое-что еще: слово, произнесенное ими шепотом прямо перед тем, как Тэхён разорвал объятия. Микрофоны его не зафиксировали, но губы Чингука, кажется, сложились в слово «не надо». «Не уходи, не покидай, не заканчивай это». Был ли это последний раз, когда Чингук и Тэхён виделись перед тем, как военная служба снова разлучила BTS, или это было нечто гораздо более эмоциональное, конец, написанный задолго до того, как мы узнали о его начале? Пока Тэхён шел к воротам, Чингук не двигался. Он стоял на месте, устремив взгляд в сторону, куда исчез Тэхён. Фанаты кричали его имя, пытаясь привлечь его внимание, но он не реагировал. Одно фото, которое за считанные минуты стало вирусным, идеально запечатлело этот момент. Чингук стоит один, его маска слегка надвинута, глаза блестят, словно он сдерживает слезы. Фанаты уже окрестили это изображение концом Тэхёна. Но действительно ли это конец?
Неделями ходят слухи о том, что напряжение между Чингуком и Тэхёном достигло предела. Загадочная прямая трансляция Чингука на Уиверс 2 дня назад, где он признался, что изо всех сил пытается отпустить что-то дорогое, повергла ARMY в шок. И теперь, после этой эмоциональной сцены в аэропорту, фанаты не могут не связать воедино все эти моменты. Имел ли Чингук под чем-то дорогим Тэхёна? Сам Тэхён в последнее время был необычайно эмоционален. В последнем промо-ролике он остановился на полуслове, когда его спросили о поддержке участников BTS. Его голос дрожал, и хотя он улыбался, глаза оставались пустыми. «Мы всегда поддерживаем друг друга, даже когда мы в разлуке», – тихо сказал он. Эти слова, которые теперь без конца муссируются в ТикТок и Твиттер, звучат тяжелее, чем когда-либо после сегодняшних событий. Что же на самом деле произошло за кадром, какая правда скрывалась за улыбками и профессиональными заявлениями? Сотрудник, якобы ставший свидетелем этого момента в аэропорту, описал объятия как «незапланированные», не то, что можно сымитировать ради пиара. Это было прощание, которое ощущалось так, будто они оба держались за что-то, что не хотели отпускать, добавил он. Было видно, как дрожат руки Чингука, было видно, как Тэхён пытается не плакать. Это не было игрой, это было по-настоящему. По-настоящему. Само это слово имеет большой вес, потому что в блестящем мире К-попа, где каждое движение, каждое выражение лица, каждый вздох тщательно срежиссированы, реальность – опасная штука. Нарушил ли этот момент контроль HYBE над повествованием? Спустя всего несколько часов после того, как объятие стало вирусным, компания опубликовала краткое заявление. Тэхён и Чингук ненадолго встретились в аэропорту Инчхон, прежде чем разойтись по своим графикам. Пожалуйста, воздержитесь от домыслов. Но фанаты не были убеждены. Эмоции, запечатленные в тот момент, вышли за рамки простых домыслов. Дело было не в расписании, дело было в чем-то потерянном, в чем-то воспоминающемся, в чем-то очень человечном. «Пожалуйста, воздержитесь от домыслов», — говорилось в заявлении. Но как можно было не строить догадки, когда каждое биение сердца в этих объятиях кричало о чем-то более глубоком? Ждать чего? Ждать его возвращения. Ждать чего-то, чего нельзя было сказать перед всем миром? Один комментарий ARMY идеально подытожил коллективное горе. Это как смотреть конец фильма, прежде чем ты готов его досмотреть. И, возможно, так оно и есть. Конец главы, которую мы никогда не ожидали. Тем не менее, были вопросы, которые никто не осмеливался высказать вслух. Почему HYBE выглядели такими нервными? Почему двое дополнительных охранников оттащили Чингука после объятий? И почему Тэхён, оказавшись внутри, оглянулся, казалось, покрасневшими глазами? Этот последний взгляд, запечатленный камерой фаната, ощущался как последний кадр неразрешенной истории любви. Источники внутри сообщили, что напряжение между двумя айдолами и компанией растет с прошлого года. Чингук, чья сольная деятельность находилась под строгим контролем, как сообщается, просил больше свободы для выражения эмоций на публике. Тем временем, растущая независимость Тэхёна благодаря актерской карьере и сольным проектам, как сообщается, вызывала дискомфорт в корпоративном мире, который предпочитал поддерживать строго контролируемый имидж. Поэтому, когда они наконец обнялись в Инчоне, это было не просто личное, это было своего рода сопротивление, и это сделало момент еще более сильным. Со временем фанаты начали собирать все больше зацепок. В последней истории Чингука в Instagram, опубликованной вскоре после выхода из аэропорта, было одно слово на черном фоне. Обещание. Через несколько минут миллионы поклонников уже гадали, что это было секретное послание Тэхёну, было ли это их последнее обещание. Тем временем Тэхён ничего не публиковал, его молчание лишь усугубляло боль. Для того, кто обычно утешал фанатов добрыми словами и радостными новостями, отсутствие каких-либо сообщений было словно открытая рана. Но, возможно, молчание было самым суровым ответом. Каждая великая история заканчивается вопросами, таящимися во тьме. Каждое разбитое сердце начинается с обещания, произнесенного слишком тихо, чтобы быть услышанным. История Чингука и Тэхёна, какой бы ни была правда, словно живет в этом промежуточном пространстве, между реальностью и слухами, между дружбой и невысказанным, между тем, чтобы держаться за друг друга, и тем, чтобы отпустить.
Действительно ли это конец для Тэкука? Или это эмоциональное прощание может стать началом чего-то, чего мы еще не понимаем? Потому что одно несомненно, когда Чингук и Тэхён обнялись под холодным светом аэропорта Инчхон, внутри каждой армии что-то надломилось. И все же возникло нечто другое. Надежда на то, что, возможно, только возможно, это прощание не навсегда.